Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я хочу вам рассказать про самые современные, а также и перспективные модели коммерческого транспорта, которые представлены на рынке России. Так что приглашаю вас к просмотру этого видео. Поехали! В этом видео могучие базы, нижегородские Валдаи, новые Лады, обрусевшие китайцы и самые маленькие КАМАЗы. А вообще такие выставки – это очередной яркий штрих настоящей эпохи, поэтому будет особенно интересно разглядывать, какие новинки показывают производители. Могут ли российские производители разрабатывать новые модели? Захватили ли китайцы российский рынок грузовиков? Будет ли Россия бесконечно ездить на старых КАМАЗах и Газелях? Так что давайте разбираться. Удивительно, что на такой крупной автомобильной выставке не было российского флагмана КАМАЗа. Вернее, КАМАЗы были, но маленькие, и о них я расскажу вам чуть подробнее попозже. Также не было автозавода «Урал», и понятно, что главный заказчик у них сейчас армия, и на форуме «Армия» была обширно показана продукция уральских машиностроителей, ну и коммерческая техника у них тоже в арсенале есть. Или же сейчас нефтяникам не нужны новые «Уралы», и Минский автозавод не показал новинок, лишь серийные и знакомые образцы. Ну и главный экспонат выставки – это автомобили БАЗ. Под Питером на бывшей площадке МАН началось производство новых русских грузовиков под маркой БАЗ. БАЗ – это модульный, многофункциональный и санкционно устойчивый грузовик. Отправной ветвью родословной грузовых шасси БАЗ можно считать специально созданный инжиниринговый центр по разработке гражданской продукции Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей». Конструкторы центра, используя в том числе и наработки для военных шасси, дочернего Брянского автомобильного завода, ведущего отечественного производителя военной техники, разработали и создали грузовые габаритные шасси повышенной проходимости, оптимально подходящие для работы в различных областях промышленности. Поэтому неудивительно, что поставщиком ведущих осей на АО «Романов» стал Брянский автозавод, а партнеры этого предприятия будут также поставлять элементы пневматической тормозной системы. В основе шасси рама, изготовленная на белорусском кузнечном заводе тяжелых штамповок из металла, поставляемого холдингом «Северсталь». Интересным решением стала и независимая пружинная подвеска, разработанная так же, как и рама в АО «Романов». Она обеспечивает уверенную работу автомобиля в самых сложных условиях. И в этом можно было убедиться на примере легендарной Татры 815. Каждая ось рассчитана на нагрузку в 12 тонн, причем это относится и к передней оси, что является уникальной характеристикой. Оси также являются модульными конструкциями. Центральные редукторы переднего и заднего моста одни и те же. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Models и Даша Техник. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. А это новая российская марка – нижегородские грузовые автомобили. Компания, арендовавшая производственные площади на территории промышленного кластера, расположенного рядом с Горьковским автозаводом, и получившая разрешение на использование бренда «Валдай» в большегрузном сегменте. Валдай-18 – грузовик из Нижнего Новгорода, и, естественно, он с китайскими корнями. Полная масса машины 18 тонн, отсюда и индекс названий. Кабина здесь от грузовика «Фотон», и особенностью модели является множество вариантов исполнения. В частности, есть 3 размера колесной базы и общей длины. Валдай-18 – это своего рода промежуточное звено между магистральными и городскими челноками. Он подойдет как для городских, так и региональных перевозок. И понятное дело, что эта машина, как и все новые модели линейки Валдай, это клон китайского грузовика «Фотон», сборку которого налаживают в Нижнем Новгороде. Все, даже пластик и все вот эти детали? Ну, да, все, даже краска, сварка, все. То есть мелкоузловая сварка. Валдай-12 получил отечественный двигатель и коробку передач. И что касается китайской кабины от «Фотон», то сваривают и окрашивают кабину в Нижнем Новгороде. Так что уровень локализации грузовика просто высочайший. Валдай-12 – это уникальный среднетоннажный грузовой автомобиль полной массой в 12 тонн для внутригородских и региональных перевозок. Грузовик не попадает под действие системы «Платон» по взиманию платы за пользование федеральными автодорогами. Производимый в Нижнем Новгороде тягач Валдай-45 является конкурентом магистральному флагману КАМАЗ-54901. Отечественный магистральник рассчитан на эксплуатацию в составе автопоезда полной массой в 45 тонн и подойдет для решения широкого спектра транспортных задач. Автомобиль оснащен 12-литровым дизельным двигателем Cummins мощностью в 470 лошадиных сил и 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Ну а вот чем был представлен КАМАЗ.
Сейчас все три новые модели компасов, а это Компас 5, Компас 9 и Компас 12, мало чем отличаются от аналогичных грузовиков Jack Motors. И наиболее реактивные критики продукции Камского автозавода наверняка начнут слагать сагу об элементарном фейслифтинге китайцев, о прикручивании своего логотипа и о якобы невозможности придумать и сделать в набережных Челнах что-то свое. И сразу отмечу, что такая отверточная сборка грузовиков из контейнера – временное решение. Это реальная возможность сохранить бывшие сборочные производства Daimler в Челнах, где с 2010 года выпускали тяжелые грузовики Mercedes-Benz, а также среднетоннажники Mitsubishi Fuso. Возможность сохранить коллектив завода. Между прочим, за время его работы было изготовлено более 42 тысяч грузовиков, и сейчас именно там и находится сборочный конвейер компасов. И постепенно с развитием локализации агрегатов и компонентов автомобили семейства Компас станут российскими. А пока компасы – это действительно копии машин Jack. Но копии лицензионные, с возможностью модернизировать автомобили так, как челнинские инженеры сочтут нужными с точки зрения эксплуатации машин в России. В общем, российским машинам семейства Компас не хватает еще много чего российского. Ну а как будет проходить их дальнейшая локализация, мы скоро увидим. Москва – это абсолютный лидер в Европе в плане электрификации пассажирского транспорта. ГАЗель Е-Сити сделана по заказу Мосгортранс и имеет некоторые особенности, продиктованные требованиями заказчика. В первую очередь это заметно по расцветке – голубой с черной линией и с надписью «Это электробус». Передний бампер тоже окрашен в цвет кузова, а решетка радиатора осталась черной, и на ней видна фирменная улитка – эмблема Мосгортранса. Есть некоторые особенности в расположении поворотников и колпаков дисков. В технике по желанию заказчика есть отличия в дверях. Они с активной кромкой и кнопкой открывания дверей. Схема для отечественного электромобилестроения классическая. Спереди стоит электродвигатель с пиковой мощностью в 100 кВт, который крутит кардан. Ну а кардан приводит в действие задний мост. Все электрические компоненты – преобразовыватель, зарядное устройство, зарядный порт, вакуумный насос на руле и насос на тормоза установлены под капотом. Обещают, что на 150 километров зарядки хватит, причем с полной нагрузкой. А полная масса Е-Сити – это 5 тонн. Этого достаточно даже для Москвы. Маршруты не слишком длинные, а если работать над логистикой, то можно выпускать электробус и на более длинное плечо. НТ-инвертор. Есть как раз система для тушения, если пожар какой-то будет, справа вот расширительный бачок, чтобы можно было температуру батареи самой поддерживать для холодного времени. И электродвигатели, да? Сам электродвигатель находится под машиной в задней части автомобиля, то есть ближе к задним колесам. Чтобы как раз кардан через всю машину не тянуть. Понятно. От 380 ее заряжать, то до 90% это около 45 минут будет. А дальше она как раз, вот, как телефон, он потом долго добирает вот как раз остаточную емкость. Да. Таких автомобилей, то есть он полностью на электричестве. Единственное, что у него отопление будет от газового баллона. Газового. Да. А так, с учетом как раз его полной массы, у него вот здесь 10 именно сидячих мест, то есть одно водительское и дополнительно для маломобильных пассажиров. Здесь Площадка как раз, такая. да, электрическая батарея находится. Так как это низкопольная машина, то она размещается здесь. Вот. Автомобиль этот на пневмоподвеске подвеске на задней. То есть как раз и он как раз наклоняется, да, чтобы он может помочь. наклоняться, и на кочках как раз он не будет крениться, потому что она будет сама сбрасывать давление, либо добавлять, чтобы как раз корректировать, не было перекоса, для удобства. Также здесь стоит вот камера как раз для распознавания лиц. То есть система оплаты, дополнительные USB-розетки у каждого пассажира. Полноприводная «Газель 4х4НН» стала самой громкой новинкой выставки Комтранс в этом году. Машину давно ждали, а слухи о ее появлении циркулировали еще с лета. А теперь она заняла почетное место на стенде Горьковского автозавода и в ближайшем будущем появится у дилеров. Полноприводная «Газель 4х4НН» была представлена в версии минивэн с трансформируемым салоном. Ранее сообщалось, что машина получила 2-литровый дизельный двигатель мощностью 149 лошадиных сил и 6-ступенчатую механическую коробку передач. «Газель 4х4НН» отличается от «Соболь 4х4НН», увеличенной на 140 см колесной базой, а также задним свесом, который длиннее на полметра. Для управления машиной достаточно водительского удостоверения категории «Б».
Модификация бензиновой «Газели» для школьных перевозок получила настоящий эксклюзив – трехточечные ремни безопасности, которые можно настроить в соответствии с ростом ребенка. Такие ремни с недавних пор стали обязательными требованиями для школьных автобусов. А кроме «ГАЗа» еще ни один автомобиль конкурентов не прошел сертификацию по новым требованиям. Также школьный автобус оснащен алкозамком, не позволяющим водителю сесть за руль нетрезвым. ГАЗ также пошел по следам АвтоВАЗа, который сделал из «Лады Весты» премиальную машину. Только горьковчане сделали роскошный ожидаемый «Газель». Микроавтобус «Газель Сити» в исполнении VIP рассчитан на перевозку всего 5 человек. В салоне индивидуальные кожаные кресла с электрорегулировками, выдвижные столики с электроприводом, вместительный багажный отсек. Для улучшения плавности хода VIP «Газель» получила заднюю пневмоподвеску. Группа ГАЗ в лице производственных предприятий ПАЗ и ЛиАЗ продолжает двигать вперед линейку CityMax. Окрашенный в лазурный цвет автобусов Санкт-Петербурга газовый низкопольник CityMax 9 как бы намекает, куда он отправится в ближайшее время по муниципальным и госконтрактам. Метановый CityMax 9 выпускается на ПАЗе в Нижегородской области, а его крупный коллега CityMax 12 производится в ЛиАЗе в Подмосковье. При этом обе машины построены на унифицированной платформе и отличаются солидной вместимостью. CityMax 9 способен увезти до 84 пассажиров в зависимости от компоновки салона, а более вместительный CityMax 12 рассчитан на перевозку до 115 человек. В автобусах применены новые конструктивные решения, обеспечивающие повышенный комфорт и безопасность пассажиров. Увеличенные дверные проемы обеспечивают удобство входа-выхода и позволяют ускорить пассажирообмен. Светодиодная подсветка в створках дверей предупреждает изменением цвета о закрытии дверей. Ступени внутри автобуса тоже оборудованы подсветкой, что облегчает передвижение слабовидящих пассажиров по салону. Большая площадь остекления дает отличную обзорность водителю и пассажирам. В автобусах увеличено количество сидений, установленных по ходу движения. Доступность для маломобильных пассажиров обеспечивается низким уровнем входа без ступеней, просторными накопительными площадками с поясничными упорами, специально оборудованными местами для колясок и кнопками связи с водителем. Большая накопительная площадка позволяет одновременно разместить инвалидную и детские коляски. Система книлинг наклоняет автобус в сторону дверей, облегчая посадку и высадку пассажиров. Электрическая аппарель позволяет беспрепятственно попасть в салон маломобильным пассажирам даже на необорудованных остановках. Новый троллейбус МАЗ-303Т20 построен на базе современного низкопольного автобуса 303 модели и имеет предшественника 202 семейства. И напомню, МАЗ-303 образца 2019 года стал первым автобусом с каркасом кузова из коррозионостойкой стали, позволяющим обойтись без катафорезной обработки. У новой машины на треть возросла площадь остекления. Многие детали облицовки сделаны из стеклопластика и алюминия, а главное, их легко заменить по отдельности после мелких повреждений. Вместо балки передней оси внедрена рычажная независимая подвеска, а также существенно переработан салон. И напомню, что троллейбусы официально запрещены на территории Москвы, так что мы катаемся на электробусах. А это автобус КАМАЗ-4280 F5 Vega, и он изготавливается в Ульяновске. Автобус является собой сочетание автобусного кузова СИМАЗ с обновленной внешностью и шасси КАМАЗ Компас. Ранее при производстве автобусов в Ульяновске применяли шасси Исузу, но после введения санкционных ограничений против Российской Федерации поставка шасси Исузу шла путем параллельного импорта, что приводило к существенному росту стоимости автобуса. В салоне 19 сидячих мест, плюс низкопольная площадка с местами для инвалидной или же детской коляски. По компоновке ульяновский автобус похож на автобус ПАЗ Vector Next, получивший неоднозначную оценку из-за тесного салона и решения низкого пола. А перед вами КАМАЗ-4290. Заняв лидирующую позицию на рынке автобусов большого класса электробусов, компания нацелена на новые сегменты и предлагает российским потребителям автобус среднего класса КАМАЗ-4290. Над его созданием инженеры компании работали несколько лет, изучая лучшие практики с расчетом на то, что новинка от КАМАЗа должна превосходить по потребительским свойствам рыночные аналоги.
Автобус КамАЗ-4290 разработан на собственной платформе и не является укороченной версией автобуса большого класса. Такой подход положительно отразился на внешнем облике автобуса и позволил подобрать оптимальную агрегатную базу для транспортного средства длиной в 9 метров и полной массой в 13 тонн. Волгабас представил первый российский автобус с гибридной силовой установкой. Машина разработана собственным инженерным центром компании в партнерстве с российскими научными учреждениями, а опытный образец выпущен на производственной площадке Волгабас Волжский. В числе основных заявлений производителям характеристик новой машины является экономия топлива до 40% по сравнению с традиционным дизельным транспортом. Гибридная установка в сочетании с дизельным двигателем обеспечивает мощность более чем 300 кВт. При этом автобус сам обеспечивает себя энергией и не требует дополнительной зарядки, так как силовая установка заряжает батарею во время движения и использует рекуперацию энергии. Специализацией бренда Altai Trucks является производство и продажа грузовой техники полной массой от 3,5 до 50 тонн. Из этого ассортимента посетителям выставки показали полноприводное шасси 6х6 серии комби. Его особенностью является односкатная шиновка, 300-сильный двигатель и максимальная разрешенная масса в 25 тонн. Также будут 20-тонное шасси мульти и 12-тонный грузовик Аргут. Их сборкой занимается некая компания из Великого Новгорода, и нетрудно догадаться, что машины предоставил поднебесный партнер. АвтоВАЗ презентовал несколько своих новинок. Среди них было и новое поколение Lada Vesta CNG на метане. Представитель отечественного бренда рассказал, что представленный на выставке автомобиль носит статус предсерийного, но в целом вся техника повторится и на серийной версии, а цена уже известна. Также новая Lada Vesta CNG будет запущена в производство в первом квартале 2021 года. Битопливные модели будут представлены как в кузове седан, так и в кузове универсал. Lada Vesta SV или SV Cross. В нише запасного колеса предсерийной машины находятся баллоны итальянского производителя, а серийная версия, по словам представителя бренда, будет оснащаться баллонами китайского производства. Кстати, метановая Vesta SV сможет проезжать на газе до 250 километров. Lada Aura представляет собой удлиненную версию Lada Vesta с мотором 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы, работающим в паре с вариатором. Ключевыми особенностями модели, помимо удлиненного кузова, стали улучшенная шумоизоляция, перенастроенная подвеска и более качественная отделка салона из натуральной кожи. В базовой комплектации предусмотрены диодная оптика, круиз-контроль, а также система мониторинга слепых зон и многое другое. Серийный вариант электрической Lada E-Largus в пассажирской версии. И по последним данным, электрический Lada E-Largus получит литий-никель-кобальт-марганцевую батарею в двух вариантах емкости в зависимости от модификации. Батарея большей емкости положена пассажирскому универсалу и одной из версий коммерческого фургона. Ну а младшая батарея только фургону. Запас хода пассажирской версии 420 км, а коммерческого фургона 400 км и 320 км. Рефрижератор Lada Granta LCV фургон. Автомобиль имеет вместительный холодильный отсек объемом в 3,2 кубических метра, благодаря которому можно транспортировать за один раз большие объемы продукции. Грузоподъемность автомобиля 800 кг. Рефрижераторная установка может поддерживать температуру в кузове от плюс 12 до минус 12 градусов по Цельсию, а под капотом автомобиля установлен привычный 90-сильный бензиновый двигатель, разгоняющий рабочую лошадку до 130 км в час. Заявленный расход топлива 9,5 литров на 100 километров, а коробка передач тут механическая. А это снегоболтоход Трекол Арктика с колесной формулой 8х8, и эта инновационная модель задает новые стандарты в сегменте грузопассажирских транспортных средств повышенной проходимости. Главное отличие Арктики от аналогов – это ее грузоподъемность – 4 тонны. Возможности и сферы применения вездехода поистине обширны. Это перевозка крупногабаритного оборудования в труднодоступные районы, также доставка значительного объема грузов по бездорожью, эффективное решение логистических задач в самых экстремальных условиях. И вот такой обзор новинок коммерческого российского транспорта у меня получился. Как видите, какое-то развитие, но есть. Причем есть и собственные разработки, есть и помощь из дружественных стран. И надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то с вас лайк и подписка. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока. Обязательно подписывайтесь на канал. Здесь будет много всего интересного.